В этом видео покажу, как сделать, а точнее собрать из бумаги вот такое пасхальное яйцо. Привет, меня зовут Лилия, и вы на канале Лилия DIY Art Stories. Идею такого яйца увидела в интернете и решила, что вполне смогу сама сделать чертежи. На первый взгляд ничего сложного, но оказалось все не так просто. Именно поэтому выход этого видео немного задержался. Итак, для начала нужно распечатать и вырезать шаблоны. Я рекомендую взять бумагу для черчения плотностью 200 граммов на метр квадратный. В идеале это ватман формата А4, на котором можно сразу распечатать контуры шаблонов для дальнейшего вырезания. Вырезать удобно на макетном или раскроенном коврике с помощью макетного ножа. Это позволит делать резы с большой точностью. В шаблонах есть схема, на которой можно посмотреть, где располагается тот или иной слой. Кстати, шаблоны можно скачать по ссылке в описании под этим видео. Все шаблоны я разложила по 5 блокам с буквенно-цифровыми кодами. Первый – детали с заглавной буквой А и цифрами от 1 до 6 в этой стопке. Второй – с маленькой буквой А от 2 до 6 в этой стопке. Третий – с заглавной буквой В от 1 до 6 здесь. Четвертый – детали с маленькой буквой В от 2 до 6 здесь. И еще 3 центральных слоя с рисунками. Приступаю к сборке. Сначала соединяю 2 центральные детали, 1 А большое и 1 В большое. Затем на слой 1В большое добавляю слои с литерой А большое, 2А, 3А, 4А и 5А. Слой 6А пока не присоединяю. Слои 2А-5А стыкую по центральным натечкам. Шесть А пока не соединяю. Во втором блоке подготовила стопку деталей с литерой В большое. На каждой детали отмечаю середину. Слой 1А большое будет центром для этих слоев. 2В, 3В, 4В и 5В. Слой 6В пока тоже не присоединяю. Каждая деталь одновременно соединяется не только со слоем 1А большое, но со слоями 2А, 3А, 4А и 5А. Таким же образом присоединяю слои 4В большое и 5В большое. Слой 6В большое пока не присоединяю. Получилось вот так. В следующем третьем блоке готовлю стопку деталей с литерой А маленькая. Слой 1В большое будет центром для этих слоев. 2А, 3А, 4А и 5А. 6А тоже, но пока его не трогаю.
Слои 4А и 5А присоединяю аналогично предыдущим слоям. Получилось вот так. А слой 6А маленькая пока не присоединяю. В четвертом блоке буду собирать слои 2В маленькая, 3В, 4В и 5В. Как и в предыдущих блоках, шестой ряд пока не трогаю. Нахожу середину на каждой детали и присоединяю на линию 1А большое. Слои 4В и 5В соединяю точно так, как и предыдущие слои этого блока. Вот так получилось. И вот теперь присоединяю все 4 последних слоя с цифрами 6. Начинаю с 6А большое. Сначала стыкую крайние натечки, а затем натечки сверху. И только потом аккуратно подтягиваю деталь, стыкуя натечки снизу. Будьте аккуратны, чтобы не порвать бумагу. Вот именно поэтому бумага должна быть не только плотной, но и стойкой на разрыв. Именно такими характеристиками обладает ватман, почему я его и рекомендую. Деталь 6В большую соединяю так же, как и предыдущую деталь 6А большое. Получилось вот так. И теперь детали половинки 6А маленькая и 6В маленькая. Сначала стыкую верхние натечки, а потом нижние. И также будьте аккуратны с бумагой. Если получилось у меня, то и у вас тоже должно все получиться. Деталь 6В маленькая наоборот, начинаю соединять сначала по нижним натечкам и только потом по верхним. И вот основа готова. Карандашные отметки лучше стирать в процессе соединения, так как на этом этапе уже не все можно будет удалить. В пятом блоке у меня остались 3 центральных слоя, 2 из которых сначала нужно подготовить. На слой 2АВ маленькая приклеиваю небольшую деталь в виде яйца. И на деталь 1АВ большие приклеиваю 2 небольших детали.
И вот теперь вставляю все 3 детали внутрь яйца. Начинаю со слоя 2АВ большие. Затем 1АВ большие. Эта деталь располагается по центру. И последний слой 2АВ маленькие. Яйцо готово, и сейчас можно добавить ему подсветку. Для этого взяла колпачок от спрей-краски и внутрь вложила светодиодную гирлянду. Если понравилось, можете поддержать это видео лайком и написать несколько слов. Это помогает в продвижении ролика и развитии канала. Всем спасибо за внимание и, как всегда, жду на своем канале.